Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хотела бы вам показать еще один очень красивый, интересный кардиган от французских дизайнеров Сезанна, который покорил мое сердце своей изысканностью, оригинальностью, красотой. Связан этот кардиган, опять-таки, по мотивам японских узоров. Я нашла здесь целых 2 узора, которые взяты из книги Хитоми Шида «260 необычных узоров». Об этом будет рассказано чуть позже, после того, как начнем вязать образец. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Как всегда, в моем мастер-классе будет схема узоров. Я подбираю выкройку. У меня будет составлено описание, мое индивидуальное описание на несколько размеров. И, конечно же, мои подробные объяснения, как я делаю расчет, применяя плотность вязания и выкройку. Итак, давайте по порядочку. Конечно же, самое основное, с чего мы начинаем, это выбор пряжи. Для вязания кардигана я буду использовать пряжу Yarn Art Silk Royal 50 грамм 140 метров и его состав 35% шелк, 65% шерсть мериноса. Итак, вот так выглядит 3 мотива. Видите, они идут подряд. Первый мотив, потом идет ажурная змейка, и самый широкий мотив — это листики ажурные. Также они будут использоваться в моем описании, как я вам сейчас сказала. Мотив на 9 петельках первый, ажурная змейка на 2 петельках, и листики на 23 петельках. Очень мягкая шелковистая пряжа, соответственно, да. Красивые очень узоры используются в этом французском кардигане. Взяты они все из книги Хитоми Шида, немного переделаны, вот эти листики в частности. Поэтому схему я рисовала от руки, потому что там были изменения внесены в родные схемы Хитоми Шида. Давайте сейчас я вам покажу эти схемы. Как всегда в нашем мастер-классе выкройка подобранная и мое подробное описание с расчетами, которые мы будем делать после того, как свяжем образец. На сайте Сезанн представлен этот кардиган двухцветный, используется вариант, то есть вот этот вот морской цвет, какой-то такой цвет морской волны, и стандартный обычный белый. Хотела на этом заострить внимание. Значит, теперь про схему, мои хорошие. Давайте. Значит, в основе лежит вот такая схема Хитоми Шида. То есть и листики, которые я немного видоизменила. Кому нужно, делайте скрин. Вот этих ажурных дорожек у меня не будет использоваться в узорчике. Так, с этим понятно. Вторая схема, который тоже лежит в основе узора, вот так выглядит. Это на 9 петельках у нас вяжется. На 9 петельках в ширину этот мотив используется. Так. Кому нужно, тоже делайте скрин. Ну и то, что я нарисовала для работы, выглядит вот таким образом. Сейчас я уменьшу. Вот так выглядит схема. Наверное, плохо видно. В общем-то, здесь я объединила сразу 3 мотива. Первый мотив вот этот на 9 петлях справа. Второй мотив ажурная дорожка. И третий мотив
Это самое основное, наши ажурные листики на 23 петельках. Об этом я буду, когда в процессе вязания образца, я буду заострять внимание. Да? То есть я так и буду говорить: мотив на 9 петельках, ажурная змейка или ажурная дорожка, по-разному она называется, всего 2 петли занимает. Очень распространенный в вязании, кстати, элемент. И ажурный листик – это 23 петли. Он у нас основной. Ажурный листик в высоту раппорт составляет с 1 по 24 ряд, а мотив на 9 петельках у нас раппорт составляет с 1 по 14 ряд. Далее идет уже повтор. Так, с этим все понятно. Схемочка будет опубликована на моем канале, новом канале в Яндекс.Дзен. Там будет подробная инструкция, как вязать. В общем, все для вашего удобства. Ссылочка под видео будет. И, как всегда, выкроечка. Вот так она выглядит. Выкроечку я составляла. Вы видели, что кардиганчик вяжется очень свободного такого кроя, да? Поэтому выкроечка у меня получилась универсальная. Она подойдет как на 44, так и до 48 размера. Все, что больше, девочки, можете регулировать с помощью дополнительных, значит, изнаночной гладь можно использовать, хотите лицевую гладь, но больше изнаночной подходит. То есть просто добавляйте симметрично справа и слева изнаночные петельки и расширяйте свое вязаное полотно таким образом. А узоры, собственно, так и остается. Состав узоров и их последовательность менять не стоит. Как я вам объясняю в своем описании, так и оставляйте. Так, что далее? Значит, мое описание, как всегда, составленное. Вот так оно выглядит. Про пряжу я уже вам сказала, вы все увидели, ее состав. Общий расход около 500 грамм будет на этот размер. Спицы 3,5 я использую. Плотность вязания мы с вами будем определять в процессе вязания. Как это сделать, что такое вертикальная плотность, я там заостряю внимание. Обязательно смотрите, кому интересно, после того, как мы свяжем образец. Там же я делаю влажную тепловую обработку. Не задавайте мне, девочки, те вопросы, которые есть в моем мастер-классе. Так, и вот это описание, расположение этих узоров я тоже показываю в конце, когда мы свяжем образец, и я начинаю подробно рассказывать, как расположить узоры. Да? Что такое сборный мотив у меня на 15 петлях, я тоже объясняю там. Я даже схематично вам рисую, как он выглядит. Поэтому вот это все я пролистываю, все, что я составила. Как видели, горловина у нас обвязывается, я так понимаю, крючком. Конечно же, это машинная вязка, и там, скорее всего, идет другая обвязка, но вы можете воспользоваться, вот, по моему мнению, очень хорошо будет смотреться обвязка 2 или 3 ряда столбиков без накида, да, когда мы полочки и край полочки, горловину обвязываем именно вот столбиками без накида, тоненьким крючком. Троечку можно взять. Так, все это будет очень красиво, эстетично выглядеть, на мой взгляд. И как таковой планки там нет, да, вы видели очень учащенное количество пуговиц расположено, не как обычно 5-6, да, я вот включила 8 пуговиц. Девочки, сами прикиньте, какое расстояние должно быть. Петельки там тоже вывязываются, я так понимаю, воздушными петельками, крючком, да, то есть в последнем ряду вяжем вот этим петельки, вывязываем, когда начинается обвязка крючком, и на равном расстоянии, интервале их размещаем. Так, ну а теперь, чтобы не занимать очень много места в моем мастер-классе на эти объяснения, давайте лучше перейдем к практическим занятиям и будем вязать образец. Узор, который мы будем сегодня вязать, был взят из книги «Большая книга японских узоров» Хитоми Шида. 260 схем. И, в общем, здесь узорчик первый, 148 узорчик. Вот эти листики
без шишечек. И вот схемочка к нему, к этим листикам. Вот эти вот вещи убирались, то есть вот эти элементики, да. И здесь идет просто изнаночная гладь у нас на нашем кардигане. Так, это один узорчик с листиками, а второй узорчик у нас используется под номером 136. Вот этот небольшой элементик. Видите, вот его схема. В итоге все эти видоизмененные варианты я вот таким образом включила в одну схему, объединила, да? И у нас получилось 3 элемента. Наш узор будет состоять из 3 элементов. Значит, первый элемент, элемент из 9 петель. Вот он у нас. Будет еще ажурная дорожка из 2 петель. И элемент листики из 23 петель. Все это ширина мотивов. Так. И в итоге для вязания образца нам понадобится 40 петель ровно, включая кромочные. Вот уже я связала эти элементы. Вот у нас этот листики. Ну, конечно, это все не разглажено, потом получше будет видно листики, да. Вот этот элемент на 9 петельках и ажурная дорожка. Вот она. Так, и в итоге начинаем мы с вами вязать. Итак, наш с вами начинается первый ряд с элемента на 9 петлях, да? Вяжем первый ряд. Значит, начинаем. Это промежуточная изнаночная и наш раппорт. Значит, скрещенная лицевая вяжется, 2 изнаночные, затем 3 петли перекрещиваем налево. Значит, первая петля у нас перед работой, следующие 2 за работой. Вот так мы их меняем местами и провязываем как первая лицевая, затем идет изнаночная и снова лицевая скрещенная. Так, дальше идут 2 изнаночные и скрещенная лицевая. Так, элемент на 9 петлях закончился, да? Далее идет ажурная дорожка. Вначале перед ажурной дорожкой вяжется изнаночная, да, и вяжется ажурная дорожка. Накид, 2 вместе лицевой, 2 изнаночные. И начинается первый ряд листиков на 23 петлях раппорт. Для этого мы вяжем с вами 9 изнаночных первых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, 8. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И 9. Так, связали 9 изнаночных. Теперь меняем 2 петли местами. Меняем с наклоном 2 петли с наклоном вправо. То есть, смотрите, первая петля изнаночная за работой, а лицевая перед работой. Поменяли их местами и вяжем как лицевая, изнаночная. Затем изнаночная петелька. Снова меняем 2 петли местами. Причем теперь у нас будут 2 петли перекрещиваться налево. Первая перед работой, вторая за работой. Поменяем их вот так местами. И провяжем как первая изнаночная, а вторая будет лицевая. Так, связали. Дальше 9 изнаночных. Опять вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Это у нас с вами провязали мы раппорт ажурного листика. В изнаночном ряду все петельки вяжут, как смотрят на нас. Накиды вяжем изнаночными. У нас с вами третий ряд нашего мотива из 9 петель вяжем. Так,
Первая идет у нас изнаночная, промежуточная, начинается раппорт, скрещенная лицевая, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, скрещенная лицевая. Вяжем промежуточную, изнаночную, и наша ажурная цепочка вяжется, змейка, 2 вместе лицевой, накид. Затем вяжем 2 промежуточные, изнаночные, и начинается раппорт листика. И наш ажурный листик вяжем следующим образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Скрещенная лицевая. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Скрещенная лицевая. И снова 9 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. Изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 5-й ряд нашего мотива на 9 петлях. Начинаем вязать. Первая промежуточная, изнаночная, и вяжем наш мотивчик. Скрещенная лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаем накид, изнаночная, 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 опять накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, скрещенная лицевая. Все, мотив связали 5-го ряда. Дальше у нас вяжется с вами изнаночная и наша змеечка на 2 петельках. Делаем накид, 2 вместе лицевой, далее вяжем 2 промежуточные, изнаночные, и начинается наш ажурный листочек. Сейчас будут изнаночные. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вяжем 8 изнаночных, провязали, да, 2 промежуточные, изнаночные. Далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 изнаночных. Вяжем 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, еще 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, и снова 8 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кромочную вяжем изнаночные. Так, у нас с вами сейчас 7-й ряд. Мы вяжем с вами, значит, первая промежуточная, изнаночная, и мы начинаем вязать 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, затем вяжем изнаночную петлю, и сейчас у нас будет с вами шишечка вытянутая. Значит, на 3 ряда вниз мы опускаемся, смотрите, вот значит, вытягиваем отсюда петлю, 1, делаем накид, 2, вытягиваем, да, всего 3, а эту петельку спускаем ее, все, она не нужна. Так, и дальше вяжем изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Все, провязали наш раппорт нашего элемента в 9 петельках. Дальше вяжем промежуточную, изнаночную, и наша змейка изнаночная, лицевая. Дальше вяжем промежуточные, 2 изнаночные, и вяжем листик. У нас с вами раппорт листика 7-го ряда.
у нас начинаем 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 лицевых. Ой, изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 изнаночных. Затем мы делаем с вами 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого я меняю вот эти наши изнаночные. За работой остаются, а наша лицевая перед работой. Вот таким образом перекрещиваю петельки и провязываю их как 2 вместе, как 3 вместе лицевой. Делаем накид, вяжем лицевую, еще один накид, изнаночная. Значит, на 3 ряда вниз мы опускаемся. Смотрите, вот значит, вытягиваем отсюда петлю 1, делаем накид, 2, вытягиваем, да, всего 3. А эту петельку спускаем ее. Спускаемая, все, она не нужна. Так, и далее вяжем опять изнаночная, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево. И далее у нас опять идут изнаночные петельки до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, провязали. Кромочный вяжем изнаночный. Так, провязали. Отлично. Теперь вяжем изнаночный ряд, как смотрят петли. У нас 9 ряд. Элемент на 9 петлях. Вяжем первое промежуточное изнаночное. Вяжем скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, 3 петли вяжем вместе, да, меняем 1, 2 местами, в общем, с выделением центральной петли, да, и вот так провязываем 3 вместе лицевой, 2 по центру. Дальше вяжем изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. Дальше идет промежуточная изнаночная и наша с вами змейка ажурная. Делаем накид, 2 вместе лицевой. Далее вяжем 2 изнаночные, это промежуточные, и наш листик с вами. Ажурный листочек 9 ряда вяжем. Первые 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Меняю петельки местами, да, то есть первые 2 изнаночные за работой, лицевая перед работой, провязала как 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше вяжем лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, изнаночная. И петли вяжем вместе, да, меняем 1, 2 местами, в общем, с выделением центральной петли, да, и вот так провязываем 3 вместе лицевой. И далее вяжется у нас изнаночная по нашей схеме. Снова лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 3 вместе, лицевой с наклоном влево. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Кромочные тоже изнаночные. Изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем с вами 11 ряд нашего элемента на 9 петлях. Промежуточная изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, снова скрещенная лицевая, 3 изнаночные, затем скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. Дальше вяжем с вами изнаночную промежуточную и наша змейка. И начинается наш листик. Вяжем 11 ряд листика. Вяжем 2 изнаночные, затем 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые,
накид, лицевая, накид, 2 лицевые, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 лицевые, 1, 2, накид, лицевая, накид, 2 лицевые и 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, связали листик. У нас с вами 13 ряд сейчас в элементе из 9 петелек, поэтому мы делаем промежуточный изнаночный, вяжем раппорт, скрещенная лицевая, изнаночная, меняем местами первые, значит, 2 петли меняем местами. Первая лицевая будет перед работой, следующая изнаночная за работой, и вяжем изнаночную, лицевую. Дальше вяжем изнаночная петелька и снова меняем петельки 2 местами. Первая у нас будет перед работой, за работой, вторая перед работой, поменяли их местами, провязали как лицевая, изнаночная. Дальше опять идет изнаночная и скрещенная лицевая. Дальше идет промежуточная изнаночная, змейка наша ажурная, 2 вместе лицевой, накид. Дальше промежуточные 2 изнаночные и наш листик. Вяжем листик 13 ряда. Смотрите, значит, меняем петельки местами, да, опять он у меня 3 поверх первых 2. Вяжем 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Дальше 3 лицевые, 1, 2, 3. Делаем накид, лицевая, накид, 3 лицевые. Далее 3 изнаночные, 1, 2, 3. Снова 3 лицевые, 1, 2, 3. Накид, лицевая, накид, 3 лицевые, 1, 2, 3 и 3 вместе лицевой с наклоном влево, кромочная, изнаночная. Вяжем изнаночный ряд, как смотрят петли. Вяжем 15 ряд листика. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевые петельки вяжем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых, 3 изнаночные, 1, 2, 3, опять 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, кромочная, изнаночная. Листик 17 ряда. Первая идет у нас с вами изнаночная. Дальше идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Снова 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная. Девятнадцатый ряд листиков вяжем. У нас с вами первые 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая,
3 изнаночные, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные, кромочный вяжем изнаночный. 21 ряд листиков. Вяжем с вами 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая и 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, дальше изнаночная, дальше меняем местами 2 петли, первая поверх, вторая за работой, и провязываем как изнаночная, лицевая, дальше идет изнаночная, снова меняем 2 петли местами, значит, первая за работой, вторая перед работой, вяжем лицевая, изнаночная, далее идет изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 3 изнаночные, 1, 2, 3, кромочную вяжем изнаночной. У нас с вами 23 ряд листиков. Вяжем 4 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой, хотела сказать с выделением стороны петли, нет, с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, меняем 3 петли местами, первая перед работой, следующие 2 за работой, вяжем как лицевая, изнаночная, лицевая, дальше опять идут 3 изнаночные, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, накид и 4 изнаночные, кромочная, изнаночная. Мы связали с вами полный раппорт листиков, в том числе полный раппорт и, в общем-то, уже несколько тут раппортов у меня связано мотива на 9 петельках, а уж про ажурную змейку я вообще не говорю, сколько здесь раппортов, очень много, да? Сейчас наша задача с вами все это отпарить и померить плотность. Делаем влажную тепловую обработку. Горячим паром нашу шелковую ниточку. Так. И даем высохнуть. Все. Так, а сейчас мы сделаем с вами измерение. Значит, нам надо померить ширину образца и высоту его. Ширина образца надо будет мерить в разных местах. Давайте вот померяем вот здесь 21 сантиметр. Здесь тоже 21 сантиметр. Здесь тоже 21,5. Ну, в общем, 21, да? Мы набирали 40 петель. Делим 40 на 21. Получаем 1,9. Запишем, что в 1 сантиметре у нас 1,9 петель. Так, меряем с вами высоту. Высота 18 сантиметров. 18 сантиметров, да? И мы набирали... Так, у меня здесь высоту 2 раппорта по 24 ряда, 48 рядов. 48 поделить на 18 сантиметров, получим 2,6 плотность.
Так, и запишем, что в 1 сантиметре у нас в высоту 2,6 ряда умещается. Все. И сейчас по выкройке будем составлять индивидуальное описание. Итак, у нас с вами ширина спинки и полочек по 26 это половинчатый размер на 2, то есть 52 сантиметра. И мы сейчас с вами наши 52 сантиметра спинки умножим на плотность по горизонтали 1,9. Получаем, девочки, 99 петель. Да? Так, запишем, что 52 сантиметра это 99 петель. Теперь с вами я уже тут пыталась распределить узоры. Короче, с учетом кромочных это будет 101 петля. И сейчас я вам расскажу, что я имела в виду вот под этими цифрами. Вы знаете, что кто уже не первый раз смотрит мои мастер-классы, я вот так вот рисую всегда наборный ряд, да, схематично изображаю. И на нем наношу узоры, как они у нас попетельно будут располагаться в последовательности в какой. Так вот, у меня, значит, получается такой расклад по спинке. Смотрите, участвовать в нашем узоре будут 3 мотива. Первый на 9 петлях, второй на 2 петлях. Он очень узкий, да, это наша ажурная дорожка. И самый большой это листики на 23 петельках. Поэтому посмотрите внимательно на эту схему. Вот это я условно называю 15 петель. Смотрите, что я условно называю 15 петель. Это 9 петель нашего мотива на 9 петлях, по одной изнаночной с 2 сторон, и симметрично также ажурная дорожка располагается на 2 петлях. И всего я называю, и всего это 15 петель составляет. То есть это наш мотив на 9 петлях в окружении 2 ажурных дорожек, а между ними изнаночные петли. Да? Именно то, что вот здесь у нас с вами есть. Вот изнаночные, помните, петлю мы с вами вязали промежуточную, и у нас шла ажурная дорожка. Итак, и смотрите, что тут получается. По центру, по спинке я распределила 15 вот этих петель, которые я сейчас вам рассказала. Затем с 2 сторон у нас от них идут 2 изнаночные. 2 изнаночные. Справа и слева. Затем у нас идут с вами мотив на 23 петлях. Узор с листочками. Затем опять идут 2 изнаночные промежуточные. С 2 сторон от этих 23, да, и снова 15 петель нашего узора. Все. И здесь еще одна кромочная добавляется справа, одна кромочная слева. Смотрите, девочки, 99 петель составляет вот этот вот набор вот такой. И 2 петли составляют это кромочные. Итого получается 99 петель плюс 2 кромочные. 101 петля. Так распределяется узор для спинки. Что касается полочек. Смотрите, для полочек я тоже уже значит, распределила узор. Комментарий. Значит, смотрите, распределяем узоры следующим образом. Это у нас левая полочка, да? Я показываю левую полочку. Также я рисую схематично наборный ряд. И смотрите, что получается. Первые у нас идут, конечно, кромочные. Затем идут 2 изнаночные. Затем идут у нас 2 петли ажурной дорожки. Затем опять идут 2 изнаночные. Я сейчас вам все покажу. Затем идут листы 23 петли. Снова 2 изнаночные. 15 петель идет то, что я вам уже показывала. Сборная наша солянка.
2 изнаночные и кромочные. Вот таким образом, мои хорошие, у нас распределились узоры на полочку. Левая полочка, подчеркиваю. То есть здесь, представьте, здесь пуговички, да? И вот смотрите, идет кромочная, 2 изнаночные, 2 петли ажурной дорожки, снова 2 изнаночные, листики наши на 23 петлях, 2 изнаночные, 15 петель вот этих вот сборных узоров, снова 2 изнаночные и кромочные. Итого у меня здесь получилось 49 петель. Еще будет планка. Вот так распределились узорчики. Я надеюсь, что вам понятно, о чем идет речь. Также я буду писать в своем описании. А теперь возвращаемся к выкройке. Я рассказываю, например, как определить, сколько петелек у нас на вырез горловины придется. Да? Смотрите, 10 написано. 10 умножаем на нашу плотность. 10 это двойной размер, это 20, правильно? И умножаем все это на нашу плотность 1,9. Получаем 38 петель. По вырезу горловины. Да? Также на плечо посчитаем. 12,5 плечо умножаем на 1,9. 24 петли. Это пока еще такие черновые наброски. Смотрите, пройма. Глубина ее 3,5 сантиметра. Давайте посчитаем, сколько это будет в петлях. 3,5 умножить на плотность 1,9. Получаем. Ну, и смотрите. Давайте 6 напишем. Очень глубоко, тоже не очень хорошо. Все-таки у нас там спущенный рукав идет. Так, и давайте теперь посчитаем общее количество петель. Да? И тут у нас сейчас корректировочка произойдет. Значит, итого 101 петля отнимается 12 петель проймы, отнимается 38 петель горловины, получается 51, да? Ну, вот тут несоответствие, да, у нас идет сразу. Ну, давайте так сделаем. 39 петель у нас будет горловина и по 25 петель на плечо пойдет. Давайте посмотрим, что это получится теперь. Значит так, 101 отнять 39. Ой, пишу 38. 101 отнять 39. Отнять 50. И отнять 12. 0. Все, да? Мы все правильно сделали. Все правильно распределили петельки. Я все вычла. И все у нас правильно распределено. Так, с этим мы определились. Теперь, что касается, часто возникает вопрос, как по рукавчику скос посчитать. Ну, для этого нужно сделать, во-первых, узнать, сколько у нас будет набираться петелечек по низу рукавчика и сколько будет по верху, когда будут петельки в самой широкой части рукава. Для этого, смотрите, у нас идет 11, да, по низу. Это 22 сантиметра, половинчатый размер, умножить на 1,9 плотность. У нас 40, скажем так, 2 петли. Это тоже черновой вариант. По верху 20,5 идет. 20,5 умножить 20,5 умножить на 2. Это будет 41 сантиметр. И умножить на плотность 1,9. Получится 78 петель, тоже пока черновой вариант. Так, с этим мы определились. И теперь я вам для примера сейчас покажу. Потом мы, во-первых, нам надо определиться, как по рукавчику будет идти узор. Я так понимаю, что хорошо бы пустить по центру рукавчика листики, да, на 23 петельках. Давайте так и сделаем. Значит, у нас идут листики на 23 петельках. С двух сторон идут изнаночные, да? И давайте сделаем ажурную дорожку на 2 петельках. Вот. И можно оставить вот так.
да, можно так оставить, дальше не идти в эти дебри и здесь спустить изнаночную гладь на оставшихся петлях. Ну, там будет много, конечно, изнаночной глади, но все равно это будет красиво. Конечно же, вы можете добавить 9 петель сюда и 9 сюда, но там уже будет очень, ну, нехорошо это будет, да. Давайте посчитаем мой расклад узорный. 23 плюс с одной стороны 4, с другой 4, то есть 8. Получим 31 петелька. И нам не хватает, так, а мы с вами решили, что у нас будет 42 петли. Ну, тут явно будет 41 петля, потому что должно быть нечетное число по узору. 23 ведь все-таки у нас в узорчике. Так, и в итоге 41 петля. Отнять 31, то есть 5 петель сюда, то есть 4 изнаночных сюда и кромочная. И 4 изнаночных сюда с левой стороны и 1 кромочная. Вот так у нас распределяется с вами 41 петля по рукавчику. Я пишу рукав, чтобы не забыть. Это все будет, девочки, в описании под видео, поэтому не пугайтесь, если что вы не поймете, вы там все прочитаете. Так, вот таким образом мы с вами распределили узорчики по рукавчику. 41 петля, нечетное число. Значит, и по верху тоже будет 77 петелек, должно быть тоже нечетное. И теперь смотрите, из широкой части отнимаем низкую, самую узкую часть. 77 отнять 41 петля, 36 петель нам надо всего прибавить. Причем справа и слева одновременно и симметрично. То есть делим на 2 по 18 петель. Справа и слева будем прибавлять. Как их распределить через равные промежутки, через равные интервалы, да? Сейчас это я вам объясню. Смотрите, у нас с вами общая высота рукавчика по узору 44 сантиметра. Вот на нашей выкройке. 44 сантиметра умножим на нашу вертикальную плотность 2,6. 44 умножить на 2,6 получим 114 рядов. То есть сейчас мы как раз идем к тем понятиям, что такое вертикальная плотность, зачем она нужна. Она нужна для того, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось. И если вы будете мерить сантиметрами, то это может произойти, да? А вот если вы будете измерять свое изделие в рядах, то этого не произойдет, да? Потому что мы с вами сделали влажную тепловую обработку образца, и мы с вами его тянули, да? И оно у нас потом все это дело сохло. То есть мы уже с вами это все учли. Итак, обратите внимание, девочки, что у нас с вами скос составляет высоту 40,5 сантиметров. Также посчитаем в рядах, сколько это будет. 40,5 умножить на 2,6 плотность, получим 105 рядов. И теперь эти 105 рядов мы поделим с вами на 18, число петель прибавочных. Мы с вами получим, что ни 5, ни 6, видите, целого числа не получилось, да? Поэтому я пишу через 5 рядов и через 6 рядов. В каждом пятом, в каждом шестом ряду количество петель надо будет более детально посчитать. Но приблизительно расклад такой, что в каждом пятом 10 петелек прибавляется, и в каждом шестом оставшиеся петельки будут прибавляться. Так, с этим все понятно. Также вы, девочки, ориентируйтесь, пожалуйста, на вертикальную плотность. Смотрите, узор до проймы будет вязаться на высоту 32 сантиметра. Давайте в ряды переведем. 32 умножить на 2,6 плотность. Это будет 83 ряда. Затем делается, закрываются петли проймы, да, и 6 петель, и вяжется далее высоту. У нас также необходимо посчитать вырез горловины, вот этот скос по вырезу горловины. Вырез горловины будет составлять 20 сантиметров, вот здесь, высота его, да. И, значит, избавиться нам нужно с вами
от 39 петель. Опять нечетное число. Будем так считать, что одну петлю в центре сразу убираем, да, и прибавочки, убавочки будут идти опять-таки 19 петель. Я уже устно разделила 38 на 2. 19 петель надо нам убавить равномерно также на высоту 20 сантиметров. Опять в ряды переводим 20 сантиметров. 20 сантиметров умножим на 2,6 плотность. Господи, 20 сантиметров умножить на 2,6. Это будет 52 ряда. Я пишу 52 ряда. На высоту 52 ряда надо убавить 19 петель. Также делим на 19. Получается, в каждом втором ряду будем делать убавочки, а затем в каждом третьем ряду будем делать убавочки. Давайте распределим это следующим образом. Первые 12 петель в каждом втором ряду, а все оставшиеся в каждом третьем ряду. Я пишу. В каждом втором ряду. В каждом втором ряду будет 12 петель, да, оставшиеся в каждом третьем. Ну, как-то вот так вот. Там надо посидеть и посчитать эти ряды получше. А то я сейчас вам наговорю тут. Ну, как-то вот так получается расклад, да. Так, хотите, сделайте в каждом втором ряду, а здесь просто ничего больше не убавляйте. Но это будет некрасиво, конечно, сами понимаете. Можно чередовать, мои хорошие. То есть одна убавка идет в каждом втором ряду, следующая убавка идет в каждом третьем, опять в каждом втором, в каждом третьем. Это тоже очень хороший выход из ситуации, девочки. Реально это даже будет проще. Не надо вот это вот все будет там что-то считать. Вот такой вариант я, наверное, так и напишу, да. Давайте на этом с вами закончим мастер-класс. Все я вам рассказала. Вот эти все более детальные моменты, более точные, будут в описании под видео изложены. И я надеюсь, у вас все получится. Вы свяжете этот красивый кардиганчик. До новых встреч. Удачи!